Всем привет, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «История персонажей». Сегодня расскажу про детектива Джона Нормана. Детектив Джон Норман, персонаж игры Mafia Lost Heaven, ее переиздание Mafia Definitive Edition. Джон Норман начинал свою службу в полиции Empire Bay, пока весной 1935 года и не переводит в город Lost Heaven, где было совершено громкое убийство дона криминальной семьи Марко Морелло. Как человеку чести, ему выпал шанс расследовать череду тяжких преступлений мафии, в частности, преступления, совершенные с кланом Сальери. Но каких-либо всяких веских доказательств, улик или свидетелей этих событий не было. Могучая рука убирала именно тех, кто слишком много знал, и бесследно уничтожал все доказательства и улики. Это продолжалось на протяжении нескольких лет, пока в 1938 году не появляется важный свидетель и соучастник всех грязных делишек клана Дона Сальери, Томас Анджело. Встретившись с детективом в баре Stage Battle, он излагает свою историю бывшего таксиста, по воле случая связавшегося с криминалом, убийства, грабежи, разбои, налеты на банки. Том выкладывает детективу все, во что он участвовал в 30-х годах, включая самые громкие и судьбоносные события мафиозного сообщества, включая убийство Дона Морелло, которое Норману расследовал лично. Теперь у детектива имеются все доказательства вины Сальери и его людей во многих преступлениях. Дается старт громкому процессу, а сам Томми попадает в безопасное место, где его круглосуточно охраняют. Итог ожидаем. Многие из кланов получают огромные сроки, а сам Дон Сальери приговаривается к пожизненному лишению свободы без права на помилование. Норман, как и было обещано, выполняет свою часть сделки. Томас после следствия, в течение которого он находился в одиночной камере и суда над Сальери и руководимыми им бандитами, попадает под программу защиты свидетелей вместе со своей семьей. Они все под другими именами перебираются в Empire Bay, где Норман когда-то начинал свою карьеру. Дальнейшая судьба Нормана неизвестна, но очевидно, что он сыскал известность после прошедшего судебного процесса и, возможно, добился продвижения по службе. Если вы хотите увидеть мои страдания, мои слезы, мои огорчения и просто веселый, прекрасный контент неудачных фейлов моментов, добро пожаловать на мой Бусти. Ссылочка на Бусти находится в описании данного видеоролика. Всего лишь нужно заплатить будет 50 рублей, и вы сможете посмотреть этот фейл момент. Детектив Норман работает в полицейском управлении Lost Heaven. Он попал в Lost Heaven в 1935 году из Empire Bay, где порезался зубами, работая в полицейском управлении Empire Bay. Оказавшись в Lost Heaven, его первым заданием стало убийство Дона Морелло, которое он так и не смог раскрыть. В 1938 году он знакомится с Томми Анджело, некогда доверенным членом преступной семьи Сальери, ныне находящийся в бегах. Он слушает, как Анджело рассказывает о своей роли в гибели нескольких человек, включая Дона Морелло. В оригинальной игре Томми спрашивает Нормана, имеются ли у него дети. Тот ничего не отвечает. В ремейке детектив сам сообщает, что у него имеется жена и 4 сына. Винченцо упоминает о Нормане как о неподкупном и принципиальном детективе. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. И на этом история про детектива Джона Нормана подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте план действий, которые видите прямо на ваших экранах, а именно лайк, колокольчик и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Paymaker.